Вас всю жизнь учили любить людей, которых вы даже не знаете. Красивые портреты, вдохновляющие цитаты, пафосные биографии, гении, святые, иконы. Люди, на которых надо равняться, любить, уважать и не задавать лишних вопросов. Учебники рисовали их сияющими, Голливуд – доблестными, Википедия – безупречными. А мы, как послушные дети, верили всему, что нам сдавали под видом истории. Но вот проблема, если поковырять эту позолоту ногтем, под ней не золото. Там ржавчина, пыль, странные запахи и такие скелеты в шкафах, что у шкафа начинается клаустрофобия. История любит выдавать нам кукол, а не людей. А люди, они сложные, морально неоднородные. У кого-то благотворительность держится на культе страдания, у кого-то свобода – это свобода владеть сотнями рабов. Кто-то писал сказки детям, а в жизни ненавидел целые народы. Кто-то снял гениальный фильм, но разрушил не один женский мозг. А кто-то спасал мир днем и отравлял его ночью, буквально. Но нас учили не думать, нас учили восхищаться. Герои не ошибаются, гении выше морали, святые не косячат. Ну да, конечно. Сегодня мы снимаем нимбы, моем статуи от глянца и смотрим правде в лицо. Не чтобы отменять, а чтобы наконец перестать жить в музейной иллюзии, где у каждого великого человека только один слой, и он обязательно белый, гладкий и одобрен ЮНЕСКО. Мы покажем 35 кумиров, людей, которых вы привыкли ставить на пьедестал, и разберем их аккуратно, ну ладно, не аккуратно, с цинизмом, фактами и искренним удовольствием. Потому что это не лекция и не исповедь, это вскрытие, без наркоза и без купюр. Вы на канале Сломанная История. Пристегните мораль, сейчас будет больно, полезно и очень честно. Поехали. Мать Тереза, культ страдания, миллионы для Ватикана, хосписы без медицины. Мать Тереза – официальный символ милосердия. Белая с голубой полоской, свечи, цитаты, Нобелевка – образ почти христианского К.С. Вайта. Но за ним скрывалась женщина, которая поклонялась не милосердию, а боли. Страдания – ее бог, буквально. Ее хосписы в Калькутте не лечили, они наблюдали смерть. Не обезболивали, не оперировали. Людей с гниющими опухолями укладывали на деревянные койки и поили аспирином. Иглы использовали, пока они не становились волнистыми, как лапша. Их просто споласкивали в холодной воде. Журналисты писали, это не благотворительность, это музей страданий. Но деньги шли, причем миллионы. Не на хосписы, в Банк Ватикана. И брала она их у всех. От обычных прихожан до диктаторов уровня Дювалье, который грабил Гаити так яростно, что там до сих пор трясет. А финальный штрих. Когда сама мать Тереза заболела, полетела лечиться не в дом смирения, а в лучшую клинику Калифорнии. Страдать должны бедные, а святая обязана быть в люксе. Удобная теология. Ганди. Расизм и проверка целибата. Ганди – мировой мастер ненасилия, политический Будда на минималках. Но если не выключать свет, видно, что святого там примерно как в борделе философии стоицизма. Молодой Ганди в Южной Африке боролся за равенство, но только для индусов. А черных африканцев он называл кафры – дикари и животные, недостойные смешиваться с индусами. Он требовал отдельные входы, отдельные комнаты и отдельные тюрьмы, чтобы не оскверняться. Это уже неприятно, но дальше хуже. На старости лет Ганди решил проверить свой целибат. Проверка выглядела так. Он спал в одной кровати с очень молодыми девушками, в том числе со своей юной внучатой племянницей. Публичная версия – духовный эксперимент над собственным телом. Человеческая версия – мы оба знаем, что это звучит как протокол уголовного дела. Святость – это красиво, но если посмотреть под углом, там много тени. Далай-лама XIV. Спорные связи и политические игры. Образ Далай-ламы всегда продается как смесь смирения, дзена и доброты. Но он не праздничный монах, он политик и очень тонкий. Далай-лама XIV десятилетиями сотрудничал с ЦРУ. И это не конспирология. CIA рассекретила программу, по которой тибетских боевиков обучали, вооружали и использовали в игре против Китая. А его правительство в изгнании получало деньги из тех же фондов, где США финансировали перевороты по всему миру. Идея мирного сопротивления отлично смотрится на кружках и футболках, но за кадром была вполне обычная геополитика – договоренности, кланы, влияние, спецслужбы. А еще он публично защищал нескольких старших лам, которых обвиняли в ритуальных поборах, жестоких наказаниях и насилии над молодыми монахами. Святой человек, но семья есть семья. Образ мира и любви – это упаковка.
Реальность – это политика, деньги и борьба за власть. Оскар Шиндлер – спаситель, который до спасения зарабатывал на войне. Шиндлер – канонический праведник, любимец Голливуда, герой списка Шиндлера. Но до того, как он стал спасителем, он был довольно жестким бизнесменом, который заработал себе состояние на поставках для нацистской армии. Он вступил в нацистскую партию не из идеологии, а потому что там были выгодные контракты, дешевая рабочая сила и удобные связи в СС. Он пил, гулял, любил роскошь и жил на широкую ногу, пока миллионы вокруг умирали. И да, он спас людей, но спасал он изначально не из святости, а чтобы сохранить фабрику, рабочие которой приносили ему прибыль. Он герой? Да. Он святой? Нет. Он человек, который однажды сделал правильное после сотни неправильных. И это, кстати, делает историю еще более настоящей. Карл Линней, отец биологии и изобретатель расизма по науке. Линней – милый старикашка из учебников, который придумал, как классифицировать растения. Все мы проходили его в школе. Но параллельно он классифицировал людей. И сделал это так, что закладки этой системы потом использовали колонизаторы, евгенисты и нацисты. Именно Линней разделил человечество по цвету кожи, темпераменту и умственному уровню, официально закрепив белых как активных и умных, а остальные расы как ленивых, дикарей и отсталых. Без него не было бы научного расизма 19 века. Он создал таксономи, да, но он также создал идеологию, по которой миллионы людей позже объявляли недочеловеками. Отцом биологии он был, отцом расизма тоже. Альфред Нобель – ребрендинг смерти. Нобелевскую премию знают все. Ее лауреаты почти современные святые. Но вот создатель премии – это сюжет уровня Уолтер Уайт на пенсии. Альфред Нобель был миллиардером на крови. Он не просто изобрел динамит, он превратил его в международный бизнес. Заводы, контракты, войны, взлетающие в воздух мосты – он монетизировал смерть так же методично, как Amazon монетизирует доставку. И так бы он и остался богатым призраком в учебниках, если бы одна газета не перепутала его с братом. Когда умер Людвиг Нобель, французская пресса решила, что умер Альфред, и выдала на весь мир некролог с заголовком «Торговец смертью мертв». Нобель прочитал, конечно, и ужаснулся не своей совести, своей перспективе войти в историю как монстр. Он сделал то, что делают все большие деньги – купил репутацию. Создал премии, придумал гуманизм, прописал миролюбие в завещании, и теперь его имя ассоциируется не с динамитом, а с прогрессом. Самый успешный пиар всех времен. Человек продал миру идею, что не важно, кем ты был, важно, кем тебя запомнят. Фриц Габер спас мир удобрениями, отравил его хлором. Фриц Габер – человек, который буквально накормил планету. Процесс Габера-Боша, аммиак, удобрения, современные урожаи. Без него миллиардов людей просто бы не существовало. Но Габер был не про гуманизм, он был про эффективность. И эта эффективность в Первую мировую превратилась в химическое оружие. Он отец боевого газа, не в метафоре, в прямом смысле. Он лично руководил первой массовой газовой атакой под Днепром. Стоял на холме и смотрел, как люди задыхаются его же изобретением, а солдаты внизу орут, кашляют и умирают в желто-зеленом облаке. Его жена Клара, тоже химик, умоляла его прекратить. Когда он вернулся домой праздновать успех атаки, она застрелилась из его же пистолета. Гений, который кормил мир удобрениями и травил его газом. И человечество пользуется обоими его подарками до сих пор. Томас Миджли – человек, который сломал атмосферу. Один гений может изменить мир, но Томас Миджли, он, похоже, хотел сломать его полностью. Первый подарок Миджли – этилированный бензин. Он прекрасно знал, что свинец – токсин. Он видел, как рабочие сходили с ума, умирали, тряслись в конвульсиях. Но он нашел решение – публично вымыть руки в бензине, чтобы успокоить прессу. Результат – мы вывели свинец в атмосферу, в океаны, в почвы, в детские мозги. Цивилизация на свинцовом дотинге. Второй подарок – фреон. Безопасный, удобный, технологичный и разрушивший озоновый слой планеты. Миджли умер так же символично, как жил, запутавшись в собственной механической системе для больного тела, которую сам придумал. Его вклад в мир – два изобретения, которые в одиночку нанесли планете больше вреда, чем большинство войн. Джеймс Уотсон украл данные Франклин, объявил себя гением. Уотсон, отец ДНК, великий ученый, Нобелевка, мировой символ науки. История подает его как человека, который разгадал тайну жизни. Но вот факты. Он разгадал ее не честностью, а кражей.
Ключевое доказательство – снимок фото 51 Розалинд Франклин был показан ему без разрешения. Он увидел фотографию, понял все, понял форму, понял структуру и побежал публиковать. Франклин – нет. Ее не пустили в авторы статьи, не включили в число лауреатов, не оставили даже приличного признания. Она умерла в 37-го от рака, а Уотсон до конца жизни рассказывал, что она не понимала собственных данных. А позже он стал известен не открытиями, а высказываниями про низший интеллект темнокожих и женщин, которые должны сидеть тихо. Гений структуры ДНК, который не понял структуру базового понятия человеческого достоинства. Никола Тесла. Гений, но жестокий шеф и фанатичные идеи. Тесла – главный герой интернет-культуры. Икона инженеров, маг, шаман электричества, новый Прометей. Но за образом жертвы Эдисона скрывался человек, который был, мягко говоря, не подарок. Он фанатично относился к работе и доводил ассистентов до нервных срывов. Требовал сверхчеловеческой дисциплины, работал ночами, запрещал коллегам отдыхать и увольнял за любое отклонение от чистоты мыслей. Он ненавидел женщин в науке, считал их отвлекающим фактором и говорил, что идеальная жена – та, которая признает превосходство мужчины. Его теория «луч смерти» была не только безумной, она привела его в изоляцию, паранойю и долговую яму, из которой он так и не выбрался. Тесла создал мир электричества, но разрушил собственный. Гений, которого убил не Эдисон, а его собственные идеалы. Томас Джефферсон. Свобода для всех, кроме его рабов. Джефферсон главный по свободе, демократии и красивым словам на мраморных плитах. Все люди созданы равными, это он написал. Но написал он это, сидя в доме, где равные люди подавали ему чай в цепях. Он владел примерно 600 рабов. 600 и за жизнь освободил только 7. Не сотен, 7 человек. И то посмертно, по записи в завещании. А теперь самое неприятное. Салли Хемингс, его рабыня и сводная сестра его умершей жены. Отношения начались, когда ей было около 14-16 лет, а ему почти 45. Она не могла уйти, не могла сказать «нет», не могла выбирать ничего. И этот человек писал трактаты о морали, достоинстве и свободе. Свободу он любил, но только свою, и только для белых мужчин его круга. Памятники стоят, но если бы они шли в комплекте с биографией, их бы ставили пореже. Вольтер – просвещенный филантроп на рабовладельческие дивиденды. Вольтер – галактический интеллект эпохи Просвещения. Голос разума, свободы слова, гуманизма. Тот самый, у которого цитаты перепостили все, кто когда-либо держал в руках черный блокнот. Но, как и любой человек, который красиво говорит о равенстве, Вольтер прекрасно умел зарабатывать на несвободе. Он вложился в акционерный бизнес, во французскую Остинскую компанию. А основной товар компании – не чай, не специи. Люди. Работорговля. Покупка, перевозка, продажа. Дешевые тела, дорогие дивиденды. И Вольтер эти дивиденды исправно получал. А еще он был открытым антисемитом даже по стандартам 18 века. Одна его цитата: «Евреи – это порочный народ». Но когда речь шла о деньгах, он инвестировал туда, где прибыльнее, не глядя на кровь. Просвещение – для книг, работорговля – для кошелька. Лорд Байрон – романтик, иконописец и садовник человеческих жизней. Байрон – плакатный символ романтизма. Гений, изгой, сердцеед. Наивные девочки до сих пор кладут его цитаты на обложки дневников, но его реальная биография – это хоррор про эмоциональное насилие. Он издевался над своей женой Аннабеллой Милбанк так методично, что она сбежала от него через год. Он приводил любовниц домой, унижал супругу, ломал ее психику фразами вроде «ты недостойна быть моей женой». И это еще не все. Главная любовь его жизни была его сводная сестра Августа Ли. Да, это не слух, у них был ребенок. Тот самый романтический герой, который писал о возвышенной любви, жил в реальном кровосмесительном дурдоме. Романтик, да, но только в стихах. В жизни абсолютный эмоциональный вандал. Айн Рэнд – культ личности под видом рациональности. Айн Рэнд – пророк либертарианцев, апостол индивидуализма. Атлант расправил плечи, объективизм, рациональность прежде всего – все красивое, логичное и стройное. Но реальный клуб объективоистов работал как секта, с настоящей иерархией, почитанием лидера и изгнаниями за малейшее несогласие.
А в центре сама Рэнд, которая требовала от учеников абсолютного восхищения. Любишь свободу? Молодец, но только свободу согласиться с Рэнд. Самый сильный удар по их идеологии – ее личная жизнь. В 50 лет она объявила, что будет встречаться с 25-летним учеником Натаниэлем Брандоном, при муже, при его жене. И рационально потребовала, чтобы все четвертые это приняли. Когда Брандон нашел себе девушку помоложе, Рэнд его уничтожила. Выгнала из движения, разрушила репутацию, вычеркнула из истории. Рациональность? Нет. Обычный культ только с книжками вместо мантр. Лавкрафт – космический хоррор, бытовой расизм. Лавкрафт – создатель Ктулху, отец космического ужаса, легенда хоррора. Но самое страшное в его творчестве не монстры, а то, что он боялся в реальности. Он был патологическим расистом, даже по стандартам 1920-х экстремально. Он ненавидел всех, кто не был белым англосаксом из Новой Англии. Переехав в Нью-Йорк, он писал друзьям, что окружающие иммигранты – шумный сброд, уродливые расовые типы, угроза цивилизации. И любимый кот у него был с именем, которое на ютубе мы не скажем, но вы и так знаете, какое там слово. Его зло в книгах было метафорой, его зло в жизни – буквальным. Он боялся современности, городов, прогресса, людей. Ктулху – это страшилка, а Лавкрафт – это пример того, как личные фобии становятся вселенной. Уолт Дисней – тиран, сексист и донор ФБР. Уолт Дисней – отец Микки Мауса, фея крестное детство и главный по самому счастливому месту на Земле. Только вот для тех, кто на него работал, это было самое токсичное место на Земле. Он платил аниматорам копейки за 14-16-часовые смены, запрещал женщинам работать художниками, только мальчики, девочки пусть моют кисти. Ненавидел профсоюзы так сильно, что после забастовки 1941 года стучал на своих сотрудников в ФБР. Да, он был официальным информатором Гувера почти 30 лет. Дисней сдавал государству всех, кто ему не нравился – актеров, сценаристов, режиссеров. Работники вспоминали его как параноика и деспота. Дети любят его мультфильмы. Взрослые, работавшие на него, ненавидели его гатс. Уолт создавал сказки, но жил в жанре «директор с паяльником». Альфред Хичкок. Гений саспенса и мастер абьюза. Хичкок – создатель киноязыка напряжения. Но если говорить честно, лучшую школу террора он практиковал не в кадре, а на съемочных площадках. Его особенная жертва – Типпи Хедрон, звезда птиц и Марни. Он контролировал ее одежду, питание и передвижение, запрещал ей общаться с друзьями, добивался от нее интимной покорности, мстил, когда она отказалась. После того, как она сказала «нет», Хичкок разнес ее карьеру в пыль. Он держал ее на контракте, запрещал сниматься у других, платил гроши и открыто хвастался, что сломал звезду, которая не хотела принадлежать ему. Гений саспенса? Да, но главное его мастерство – манипуляция и контроль. Марлон Брандо. Разрушенная семья, токсичность уровня конец фильма. Брандо – гениальный актер, крестный отец, человек, который изменил Голливуд. Но в жизни он был эмоциональным землетрясением категории «уничтожить все». Он унижал партнерш, играл в гения-одиночку, который не обязан никому сочувствовать, оставил 11 детей от 5 женщин и почти никому из них не был нормальным отцом. Итог – семейная трагедия уровня шекспировского финала. Его сын Кристиан застрелил бойфренда своей сестры, его дочь Шаем после тяжелейшей депрессии покончила с собой, Брандо на суде играл страдания, а дома отгораживался стеной. Гений на экране – да, но в жизни он был черной дырой, в которую улетали люди и психика. Элвис Пресли. Отношения с 14-летней и тотальный контроль. Король рок-н-ролла. Икона стиля, харизмы, музыки. А теперь правда, от которой фанаты предпочитают отводить глаза. Элвис познакомился с Присциллой, когда ему было 24, а ей 14. И это были не невинные встречи. Он начал формировать ее под себя, буквально. Убедил родителей отдать девочку жить к нему, контролировал макияж, одежду, внешность, ограничивал ее свободу, требовал образ идеальной девушки, которую он сам и лепил. Присцилла жила у него как проект, как изделие. Она сама позже признавалась. Элвис хотел, чтобы я была создана с нуля. История о великой любви? Нет. История о взрослом мужчине, который выбирал подростков, чтобы ими управлять. Майкл Джексон. Не вдаваясь в цензуру, но оттенки серого показать можно. Джексон – абсолютная легенда, гений музыки, человек, изменивший поп-культуру. Но его жизнь – это не фантик, а толстый архив противоречий и вопросов.
Мы не касаемся запрещенных тем, но не упомянуть очевидное тоже невозможно. Он проводил ночи в компании детей, создавал страну грез, место, где реальность исчезала, окружал себя атмосферой, в которой границы были размыты до нуля. На суде он был оправдан, фактов признанной вины нет. Но человек, который превращает особняк в детский парк, спит с детьми, потому что так уютнее, и тратит миллионы на изоляцию, это не икона, это темная тревожная фигура, чья жизнь была ближе к психологическому триллеру, чем к биографии музыканта. Джексон – пример того, как гений может быть одновременно чудом и кошмаром. Сергей Эйзенштейн – мифотворец СССР, постановщик истории. Эйзенштейн – великий режиссер, отец монтажа, визуальный бог советского кино. Но одновременно он главный архитектор фейковой истории, которую потом учили миллионы. Его вклад «Штурм Зимнего дворца» в реальности унылая, почти бескровная прогулка в пустое здание. В фильме эпическая битва, геройские матросы, взрыв пафоса, полная художественная ложь. Одесская лестница – расстрел коляски, женщины, толпы мирных жителей, культовая сцена мировой кинематографии. Но ее не было, он придумал ее с нуля. Эйзенштейн снял кино настолько мощное, что оно переписало память. Он создал мифы, которые стали фактами, и этим его гений опаснее любого пропагандиста. Артур Конан Дойл – отец логики, который верил в фей. Создатель Шерлока Холмса – мировой символ рациональности. Но в своей личной жизни он был человеком, который провалил экзамен по критическому мышлению. Дойл общался с духами, участвовал в спиритических сеансах, верил в медиумов, баронов и флюиды, пропагандировал общение с загробным миром. Апофеоз – скандал с фотографиями фей из Скоттинга. 2 девочки вырезали картонных феечек и сфоткали их в саду. Все взрослые поняли, что это бумажки, кроме Дойла. Он публично поддерживал фото как научное доказательство, написал книгу «Явление фей», вложил огромные деньги в продвижение фейной правды. Человек, придумавший Шерлока, сам стал Шерлоком наоборот. Ханс Кристиан Андерсен – истерик, тирания в гостях у Диккенса. Андерсен – автор «Русалочки», «Снежной королевы» и «Гадкого утёнка». Но в быту он был человеком, который превращал любую компанию в эпоху ледникового периода. Он был патологическим ипохондриком, боялся быть похороненным заживо, раздражал всех бесконечным нытьем и самообожанием. Самая эпичная история – его визит к Чарльзу Диккенсу. Он напросился на пару недель, остался 5 недель, терроризировал всю семью, расплакался на газоне, когда пришла плохая рецензия, довел детей Диккенса до истерики. Когда Андерсен уехал, Диккенс прибил на дверь табличку «Здесь спал Ханс Кристиан Андерсен. 5 недель. Для нас вечность». Сказочник да, но жить с ним было полным кошмаром. Роальд Даль. Антисемитизм под соусом доброты. Автор «Чарли и шоколадной фабрики», «Матильды» и «ВДВ» создавал миры, где добро побеждает зло, но сам он не прошел бы кастинг своей же книги. Роальд Даль открыто давал антисемитские интервью, говорил, что характер евреев вызывает враждебность, называл Израиль государством-зверем, объяснял, что евреи сами виноваты в агрессии против них. И это не случайная фраза, а многолетняя позиция. Настолько токсичная, что после его смерти издатель и семья были вынуждены публично извиняться. Добрый волшебник? Нет. Человек, который писал теплые сказки и холодные мерзкие тексты в реальной жизни. Памела Треверс. Разрушенная семья, дети как товар. Памела Треверс – мама Мэри Поппинс. Но если Мэри в книгах «Ангел с зонтом», то сама автор – тень уровня хоррор-комикса. Она не могла иметь детей и решила усыновить. Выбрала одного ребенка из пары близнецов, второго оставила в ирландской нищете. Врала своему сыну, что он особенный и у него нет родни. Скрывала правду десятилетиями. История закончилась в том, что второй, отвергнутый брат, пришел к ней домой взрослым, узнав свое происхождение. Для Памелы это был не сюжет сказки, а личный крах. А теперь представь Мэри Поппинс в такой роли. Улыбка исчезает быстро. Петр I. Пытки сына, смерть на строительстве Петербурга. Петра называют модернизатором, реформатором, человеком, который вытащил страну в Европу. Но на заднем плане этой картины – кладбище, строительство Петербурга. Десятки тысяч людей согнали на болотные работы. Тысячами они умирали от болезней, голода и холода. Работы шли в условиях, которые сегодня назвали бы концлагерными. Петр лично контролировал исполнение, штрафуя и наказывая за малейший проступок. Но даже это не главный мрак. Главная тень – история царевича Алексея, собственного сына Петра. Алексей не хотел реформ, не был солдатом по духу, он просто хотел жить.
Но Петр решил, что сын – угроза его великому проекту. Он лично преследовал сына по всей Европе, велел его арестовать, участвовал в допросах и, по большинству историков, одобрил пытки, после которых Алексей умер. Это был не отец, это был человек, который выбрал империю вместо собственного ребенка. Учебники называют Петра великим. Солдаты, рабочие и собственный сын назвали бы его иначе. Франклин Рузвельт. Лагеря для японцев. Рузвельт – спаситель Америки от депрессии, победитель нацизма, икона демократии. Но Америка 1940-х имела свой маленький аналог концентрационных лагерей, и создал их именно Рузвельт. Указ номер 9066, подписанный лично им, 120 тысяч человек японского происхождения, большинство граждане США, включая детей, беременных и стариков, были насильно вывезены из своих домов и помещены в охраняемые лагеря в пустынях Юты, Калифорнии и Аризоны. Без суда, без обвинения, без вины. Просто на всякий случай. Ирония, пока Рузвельт громил нацизм за лагеря смерти, он строил лагеря у себя дома. История любит зеркала, но редко такие кривые. Джеймс Кук – заложники. Сожженные деревни Кука принято рисовать как доброго исследователя, человека, который открыл мир. Но для коренных народов Полинезии, Таити и Гавайев его имя означает совсем другое – болезни, расправы и реквизиции. Факты. За любое нарушение Кук отдавал приказ сжечь лодки или деревню. Он брал вождей в заложники, чтобы добиться послушания. Его экспедиции привезли на острова европейские инфекции, которые уничтожили до 90% местного населения. В записях матросов полно эпизодов жестокости, которые поздние издатели вычищали, чтобы не портить образ великого исследователя. На Гавайях Кук попытался в очередной раз взять вождя в заложники и был убит местными жителями. Это была не агрессия дикарей, это было сопротивление человеку, который считал их ресурсом. Че Гевара. Казни, лагеря, охота на геев. Гевара – постерная икона революции, романтик с берета, герой футболок. Но реальный Че был специалистом по казням, репрессиям и лагерям. На Кубе он руководил тюрьмой Ла Кабанья, лично утверждал списки казненных, проводил расстрелы без суда и следствия, говорил: «Нам не нужны доказательства, нам нужна убежденность». Создал первые трудовые лагеря, куда отправляли священников, хиппи, людей с неправильными взглядами и особенно гомосексуалов, которых он называл дегенератами. Гевара боролся не за свободу, он боролся за идеальную революцию и убирал всех, кто мешал картинке. Символ романтики? Нет, символ красного террора в футболочном формате. Чарльз Линдберг. Симпатия к нацистам. Линдберг – одинокий орел, герой неба, первый человек, перелетевший Атлантику в одиночку. Но в 1930-е он стал любимцем нацистской Германии. Он приезжал в Берлин по приглашению Геринга, восхищался мощью Люфтваффе, получал персональный орден от Гитлера, публично выступал против вмешательства США в войну, участвовал в движении «Америка Фёрст», которое фактически лоббировало интересы Рейха. Линдберг верил в превосходство северных рас, в необходимость защиты белой цивилизации и открыто говорил, что США не должны спасать Европу от Гитлера. Символ американской мечты? Да, но мечты, в которой рядом стояли свастика и арийская иерархия. Коко Шанель, агент Абвера, антисемитизм. Снаружи культ стиля, маленькое черное платье, империя красоты. Внутри досье спецслужб и история, от которой любой современный пиар-менеджер просто бы подпалил серверы. Факты. Шанель жила в оккупированном Париже в Ритце, который был штабом Люфтваффе и Гестапо. Имела роман с офицером Абвера Гансом фон Динклаге, не просто любовником, а ее куратором. Архивы Абвера подтверждают, она была агентом F-7124, позывной Вестминстер. Она пыталась отжать себе 100% прав на Шанель номер 5, воспользовавшись арийскими законами, то есть лишением бизнеса еврейских владельцев. Коко Шанель перестала быть модной задолго до смерти, просто это умело скрывали. Александр Белл, Евгеника. Изобретатель телефона? Ну, скорее человек, который выиграл гонку до патентного бюро. Но главное – его хобби. Белл был одержим Евгеникой, идеей улучшения человеческой породы. Он считал глухих генетически дефективными, выступал за запрет браков между глухими, лоббировал программы стерилизации, писал о необходимости предотвращения разведения некачественных линий. Ирония – его собственная жена и мать были глухими. Вместо эмпатии – научный расизм. Вместо понимания – желание редактировать людей как биоматериал. Энцо Феррари –
Люди как расходник. Энцо Феррари создал машину мечты, но в реальной жизни он относился к людям гораздо хуже, чем к двигателям. Его философия – гонщик – это расходный материал. Если он погибает, значит машина была недостаточно хороша. Страх смерти делает пилота быстрее. Кто хочет жить долго, пусть идет работать в банк. За время его руководства он сознательно сталкивал пилотов друг с другом, игнорировал просьбы о безопасности, не ходил на похороны погибших, требовал, чтобы новый пилот сразу садился в машину, в которой предыдущий разбился. Энцо любил скорость, металл и победу. Людей не очень. Стив Джобс. Культ гениальности, садизм в менеджменте. Тут важный нюанс. Джобс действительно был гением, но гением, который выжигал людей вокруг себя до состояния угля. Правда, которую редко цитируют, он регулярно унижал сотрудников при всех, устраивал эмоциональные разборки уровня «ты ничтожество», выгонял людей за 5 минут до дедлайна, отказывался признавать свою дочь Лизу, говорил коллегам, что кто-то глупый, а кто-то не годится для Apple по уровню молекул. Ворвал чужие идеи и ставил на них свое имя, использовал страх как основной инструмент мотивации. Это не отменяет вклад Джобса, но лидер-мотиватор из него был такой же, как папа года. Илон Маск. Великий визионер плюс манипуляции, увольнения, культы личности. Маск – идеальный герой 21 века. Мемный, громкий, технологичный. Но за этим медийным сиянием странная смесь Наполеона, стартап-культа и психологического триллера. Факты. Увольнение через Твиттер, давление на сотрудников в стиле «работай 120 часов или уходи», публичные издевки и травля критиков, манипуляции рынком крипты и акций, культивирование собственной личности как спасителя человечества, истории сотрудников Tesla и SpaceX о выгорании, нервных срывах и токсичном менеджменте, заявления, которые потом приходится опровергать его же юристам. Маск сотни раз доказал, он умен, амбициозен, талантлив. Но также он доказал, что гении в 21 веке эволюционируют не в мудрецов, а в корпоративных полубожеств, за которыми бегут толпы, забывая включить критическое мышление. Вот такие у нас герои. Святые, которые прятали трупы под ковер. Гении, которые ломали мир быстрее, чем создавали. Моралисты, у которых мораль была выходного дня. Кумиры поп-культуры, которые в тени творили триллер хуже своих фильмов. Создатели миров, которые врали лучше, чем писали. Национальные символы, у которых портреты подретушировали на пару тонов белее. И бизнес-идолы, которые оказались не титановыми, а просто громкими. История – это не пантеон идеальных людей. Это большая коробка с человечками, у которых у всех руки в грязи. Просто у кого-то это тщательно отполировано маркетингом. Не обязательно отменять их достижения, но обязательно перестать молиться на их фотографии. Вы были на канале Сломанная история. Снимайте нимбы, надевайте критическое мышление. Дальше будет еще громче. Поехали!